Team Degenerate. Radio Криминальный остров. Здравствуйте, это еще одна замечательная игра, про которую я хочу рассказать. Соль Святилище — это игра, которая на самом деле 2D Dark Souls. А это значит, тут будут выгвижопные боссы, хрен знает какая прокачка оружия, худшее в мире повествование интересного сюжета, смерть и возрождение, души. На самом деле это соль, но все мы знаем, что это такое. И никакое другое название это не заменит. Экзистенциальный что-то там про... У меня есть мечта. Я хочу... Все и сразу, я ведь бог. Твоя мечта дерьмо! А у тебя есть мечта? Конечно, она у меня есть! И что же ты хочешь? Я хочу быть счастливым! Нет, я не буду шутить про солевых, разве что чуть-чуть. Соляной Точ, Хайзенберг, соляной пирамидоголовый, соляной Арториус, соляной смешарик, соляной бегунок. Господи, почему он ваншотит? Соляная красная, соляной укурыш, соляной грибок. Игра происходит на одной карте, которую соединяют и скрытые двери, и места быстрого перемещения через святилище. И по приколу паромщик с одного края карты на другой переправляет бесплатно. Создание персонажа происходит как и в DS, неважно какой класс ты выберешь, ведь все равно можешь подогнать под тот стиль игры, который ты хочешь. Это делается через древо прокачки. Также можно взять себе испытания. Я вот однажды прошел игру только веслом, и это было вполне весело. Война веками раздирала наши земли, но долгожданный мир наконец-то близок. Мы отвезем принцессу в королевство, лежащее за морем, и брачный союз положит конец жестокой вражде. Если мы потерпим неудачу, наш мир окончательно погрузится во тьму. Задание понятно, но вот не задача. Пираты напали, которые для нас являются слабаками. Мы даже можем заметить принцессу, что спасти словно герои сказки пытаемся. Уничтожая пиратов, выходим на воздух, а там огромный, накачанный, черный... Cock. Cock. It's cock. It's in English. Боги твои, расскажите, какого органа он тут делает? И вот простым сейсмическим ударом эта тварь на нас убивается. Кстати, его можно убить и получить очко прокачки, соль и 2 улучшалки. Я прихожу в себя под шум волн, бьющихся о скалы. Смерть обошла меня стороной. Мне нужно найти принцессу. Спойлер, спойлер, принцессу мы не найдем. На берегу мы находим старика, у которого есть 3 реликвии религии для святилища. Сейчас не особо важно, какую религию вы выберете, ведь можно в любой момент перейти на нужную, если найти другое святилище. В моей схеме вы поймете, какую религию вы хотите прокачивать в будущем. Идя по локациям, вы можете находить каменные статуэтки, которые можно установить в святилище вашей веры. После установки статуэтки станут людьми и будут оказывать услуги, а также давать бонус для текущего региона. На самом верху банкета находим солидную губку для урона, и я просто закинул его петардами. Идем дальше и натыкаемся на бесхозного рыцаря. Даже не знаю, на кого это отсылочка. И обязательно говорите да, иначе вы с ним больше не встретитесь. Находим святилище, свет Девары. Святилища встречаются по всему острову, одно на каждое верование. Также все святилища можно осквернить витражной страницей и победить его защитников, чтобы заполучить здесь свободное место. Также вы станете предателем, если сломаете свое святилище. Справа есть место для фарма соли с бандитов. Встречаем деда, который ведает. А вот этот обелиск не просто так здесь стоит. Ты пойди пока по другой дороге. И да. Это еще и метроидвания с приобретаемыми способностями, которые открывают дорогу дальше. Идя вниз, встречаем. Бог, принадлежащий отчаянию, есть дурак. Он начинает говорить, мол, ты сдашься, как и остальные. А я ему, я за мага по рофлу играю, какие проблемы?
Лес платформ — это самая сочная и классная локация с ядовитыми слизнями и эльфийскими ролевиками. Да, я как дебил бил их непрокачанным ножиком вместо имбовой магии. Прогуливаясь, мы можем найти седую девушку, узнавая в нас целерожденного. Эй, ты, не спишь? Она говорит такой бред, что разбираться не хочется. У нее можно взять очищение и прощение греха, и шмотки свои она нам продаст. О, зачем? Что? Но они у нее бесконечные. В городе слева внизу сидит королева улыбок, которую настолько заебали брюнеты эмо и дед-инсайды, что она всех заставила улыбаться вечно. Перед входом на арену есть благословленные страницы, используем их на орудие вместе со щитом. Уважаемые зрители, если вы не играли в эту замечательную игру, то я настоятельно рекомендую вам ее купить и насладиться ею, и лишь затем продолжить просмотр данного видео на этом месте. В противном случае, при дальнейшем просмотре вы получите гигантские, потные, вонючие спойлеры. Внизу встречаем Ферина, которому надо вернуть мешочек земли, а он находится слева от Большой пирамиды, возле Белого рыцаря. Когда мы ему отдадим мешочек, он даст нам одну из наград в зависимости от наших ответов. Вот и алхимик, босс весьма раздражающий, ну да и фиг с ним. А вот циклоп Крайран весьма прикольный, потому что бьет на весь экран. Поэтому я сбежал и как следует подготовился. Блядь. Для прохода дальше нам нужно убить одного из боссов, циклопа или фальшивого шута. Но я обоих истребил. Встречаем шута на приколе. Он клеймит меня и дает силой реверсировать гравитацию у обелисков. Теперь пора улучшить свой посох и нафармить с этого жирнича золотого идола, который, блин, редко выпадает. Далее, с помощью трансмутации улучшил свой посох и просто делил на 0 дракончика на вершине замка. Проходим влево и встречаем воровку, которая дарит клеймо паркура, точнее прыжков от стен. Like challenges? Got me mad now. Я еще раз нашел шута и хочу его процитировать. Остров проклятых вещей, льда и павших королей, истина недалека, внемли правде дурака. А шут-то не дурак? Заглянул я, значит, в куполу забытых, а босс — это просто рядовой моб, который имеет всего 2 атаки. Но вот если подняться наверх, то нас встретит самый, сука, сложный босс игры — попугай Хеллбоя, который и молниями орёт, и лавы бьет, и хвостом отравляет. Лучше приходите сюда, когда будете достаточно сильны. Ё-моё. Дальше дед дает клеймо твердого света, с помощью которого с зажженным факелом можно будет ходить по синему свету. Можем пойти на конец острова справа, обойти пирамиду, забрать мешочек земли и отправиться на левый конец острова. Но мы идем в пирамиду Зиггурат Пыли, где притаился сухой король, и, следовательно, засушиваем его. И нам встречается еще один дед, который говорит, что этот Зиггурат ему знаком, и оказывается, то ли он был вместе с нами на корабле, то ли на другом корабле, и его, как и нас, выбросило на берег.
Только представь демона, который кормится на останках цивилизации, демона, который собирает. На этом острове вполне могло обитать подобное существо, или оно само, сам остров, и он кормится, пожирает мужчин и женщин, королей, королевства. Я хочу, чтобы ты проверил мою теорию. И он одаривает нас клеймом рывка в воздухе, с помощью которого можно прибегивать большие расстояния. И не прошло 5 секунд, как появился знакомый дед и говорит: «Душбан, держи мое стречение». Кстати, между залом красных клеток и куполом забытых есть пропасть. И все выглядит так, как будто отсюда что-то выдрали. Ну, в общем, справа одна есть синий воздух, по которому можно забраться в замок. А там босс. Большая моль. Ну и прихлопнул я ее. Любопытно. Блять! Идя все дальше вниз, мы встречаем первого деда. О, тут так много дедов, что можно открывать дом престарелых солевых пенсионеров. Он говорит, что уже давно живет на этом острове и повидал много кого, что всех нас предали. Ты знаешь, кто вас предал и почему? Тебе нужно найти принцессу, не так ли? Мы с тобой еще встретимся. Под зиггуратом оказался какой-то храм древних шизов, босс у которых это большая секира. Еще раз встречаем этот трупешник, который по его рассказам забрал и может забрать столько людей и жалких королевств, сколько ему захочется. И да, это бог этого острова. Стас Багрецкий, добрый день и до свидания. Какое великолепное озеро. О, фонарик. А знаете, что сейчас будет? Сейчас будет второй самый сложный босс игры. И увы, против нормального мага она слаба. Проходим соляной что-то там и встречаем парочку мразей. Проходим склеп мертвых богов. И в последний раз встречаем трупешник, который интересуется: «А нахера ты это делаешь? Ты можешь бежать и спастись, или остаться и заявить о своих притязаниях. Я хозяин острова. Тот, кто должен бежать, должен выкупить свою свободу. Найди меня». Идем и находим Крикана дракона Скоржа, который и порождал Крикана. Heavy machine gun. А еще, если хорошенько обыскать эту локацию, то можно найти настоящих мертвых богов, а именно Троицу. Наконец-то хоть кто-то оправдал название локации. Ладно, идем дальше. Проходим сердце острова и в последний раз встречаем нашего уже породнившегося деда. Когда-то у меня было много титулов. На этом острове меня зовут просто Джаред. А все из-за зависти. Крестьянин завидует соседу, у которого красивая жена. Знатный завидует королю, который приказывает знатным. Король завидует богу, перед которым склоняется весь мир. А бог завидует обладателям того, чего ему никогда не получить. Я много желал от жизни, но сколько бы я ни получал, мне всегда было мало. И то, о чем я молил богов, что ж, представь себе, мои молитвы были услышаны. Эти вещи, эта жизнь, этот остров стали мне наградой. Невероятное могущество,
пожизненное служение и заточение в этом безмолвном чистилище. Мои молитвы услышал Бог этого острова. Все его существование пропитано ненасытной жаждой того, чего ему никогда не получить. Благословение света. Он кормился на чужой алчности, собирая дань со всех государств и стран в безумной надежде завладеть наконец тем, чего у него нет и никогда не будет. Увы, мы рождены в Соли и привязаны к святилищу. Мы вовеки мертвы. Морских чудовищ моряки называют крейканами, но этому темному богу они имени не дают. Иди же. Куда идти? Я еще не всех поубивал. Убиваем оболочку, находим скрытого торговца. Убиваем чудовище Смрад, получаем клеймо алой стены, позволяющее с факелом в руках проходить сквозь стены. Убиваем Арториуса на минималку. Prepare to die. Делаем наш посох еще лучше. Убиваем Карджо свирепого. Находим скрытое святилище предателя, попасть к которым можно, если вы попытаетесь выселить святилище из места. А, так тебе нужны мои черкаши. Ну держи. Ты можешь пройти. Черепа, огромные позвоночники. Я скопил у них всю темную магию, и после того, как я очистился от грехов и вернулся к своим, я посетил Орден Предателей, и они сказали мне: «Папух, здесь тебе не рады! Мы зачем такие крутые позвоночники строили? Чтобы нас предавали, что ли?» И теперь порофлу с какой-то катаной на интеллект я иду на финального босса.
У нас даже есть выбор. Получить шлем. И, даже не знаю, как это писать, наверное, занять место Бога. Или сбежать в конце концов. Ой. Ну, это было офигенно. Я прям порадовался, когда прошел ее. И хоть это почти как Dark Souls, но только в двух смирениях. Здесь же сражения более веселые и менее напряженные. Есть еще продолжение этой игрушки Salt and Sacrifice, где главный герой уничтожает магов и их сердца. Я прошел ее и скажу про нее прямо сейчас. Это почти все то же самое, но маги все время возрождаются и иногда мешают друг другу, и их очень много. За ними постоянно надо гнаться, а вы можете их не найти. Ведь они ушли в недоступную локацию, и их надо несколько раз фармить. Наша база надоела. Постоянно возвращаться к порталу и так 1000 раз. Арбалетный яд просто мега имбище. Особенно на финальном, боссе. То есть баланса почти нет. Ну и ужасные в плане, нахера я это все делал? 2 единственные концовки. Если бы не они, то было бы даже интересно поиграть. Но после них осталась пустота. Этот фарм через 4 часа надоест, и играть вы будете только через силу. А ведь столько труда было вложено в эту игру. Технически она даже стала лучше прошлой игры, но не логически. Поэтому я не хочу, чтобы вы играли в Salt and Sacrifice. А вот Salt and Sanctuary, безусловно, достойно внимания. И навсегда останется в моем сердце. Если вам понравилось, поставьте лайк. А если хотите еще подобных видео, то подпишитесь с колокольчиком. Я еще про множество своих любимых игр хочу рассказать. Мразь.